подписчики, друзья и всем, кто сейчас смотрит мое видео. Сегодня мы будем готовить нежный воздушный малиновый торт. Этот десерт интересен тем, что при его приготовлении нам не понадобится ни мука, ни масло. Полный рецепт ингредиентов вы увидите в конце видео, поэтому смотрите видео до конца и не забывайте ставить лайки. Итак, начинаем готовить. Первым делом нам нужно будет отделить белки от желтков. Всего 4 яйца. В большую емкость кладем 600 грамм творога без сахара, 9% жирности. Жирность творога выбирайте на ваше усмотрение. Если вы хотите менее калорийный десерт, процент жирности выбирайте меньше. Добавляем 4 желтка, 250 граммов обычной сметаны 20% жирности, 30 граммов картофельного или кукурузного крахмала. Я использовала картофельный крахмал. Взбиваем все блендером. Посмотрите, какая должна получиться творожная масса. Она нежная и воздушная. Сейчас нам нужно взбить оставшиеся белки. Отправляем их в чашу с блендером. Щепотку соли. Для приятного вкуса и запаха я добавляю маленький пакетик ванилина. Здесь примерно 1,5 грамма. Добавляем 200 грамм сахара. Сахар кладите на ваше усмотрение. Я люблю сладкие десерты, поэтому сахара кладу побольше. Если вы используете сладкий творог, сахар можете уменьшить в 2 раза. Белки взбиваем вот до такого густого состояния. Для ускорения процесса взбивать можно на водяной бане. Взбитые белки постепенно вводим в творожную массу. Перемешиваем аккуратно и недолго, стараясь сохранить взбитость белков, потому что за счет этих белков сохраняется воздушность нашего десерта. Теперь я эту массу выливаю в форму для выпечки диаметром 30 сантиметров, в которую я заранее постелила пищевую бумагу для выпечки. Отправляем заранее прогретую до 160 градусов в духовку на 45-50 минут. При выпекании масса поднимается и могут появиться трещинки, но при остывании она снова опустится и трещинки станут менее заметными. Достаем из духовки, даем время остудиться, минимум 2 часа. Аккуратно достаем из формы. Смазываем наш десерт йогуртом или сметаной. Все индивидуально, на ваш вкус. Я использовала 70 граммов йогурта и столовую ложку сметаны. Сверху украшаем малиной или любыми другими ягодами.
Разрезаем и смотрим, что у нас получилось. Как вы видите, наш десерт очень нежный, мягкий и воздушный. Это был один из моих самых любимых десертов, которые я готовлю из творога. Но я бы хотела в следующем видео показать вам еще один рецепт сладкого творожного десерта. Мне было бы очень приятно, если бы вы попробовали приготовить каждый рецепт и оценили, какой вам нравится больше. Жду от вас отзывы и комментарии. Всем спасибо за внимание. С вами была студия «Домашние рецепты». Не забудьте поставить лайк под видео и подписаться. Увидимся в следующих сериях.